Всем привет, всем Григорий, я продолжаю проходить разнообразные концовки игры в Stanley Parable. Ну что ж, и сейчас вы на улице слышите звук дождя и иногда покрепливает гром, то это просто гроза, ничего страшного. Так, ну что ж, вышла из серии Да-да-да, исчезли коллеги. Мы вроде пробовали выпрыгнуть в окно, да? Мы это сделали, да? Вроде бы сделали. Поэтому, в этой серии пойдем в какое-нибудь другое место, посмотрим, что у нас там будет. Так, были коробки, да, я помню. Так, куда мы еще не ходили? Так, мы не отвечали на телефон, точняк. Как можно было сделать? Идти слева. Можно идти слева. Наверное, можно было бы ответить на звонок, да, я на него не ответил. Попробуем ответить, я просто выдернул шнур. А еще можно просто не ответить, точняк. Мы еще не ответим, только точняк. Кстати, это уже третья серия, вроде бы. Так, я туда заходил, да или нет? Нам туда надо? Нет. А вот не помню, нам туда надо или не туда. Давайте по рамам пройдем. Может туда? Все равно попытка, не пытка. Как говорится. Снат, конечно, товар будет дождем на улице. Надеюсь, когда я перезашел в игру, тут все заново не началось. Все типа сохранения не стерлись. Ну, сохранений таких таковых тут нет, просто не знаю тут. Ну, как же он вспоминает? То, что это уже было. И не было. А шлем? Да, вроде бы сюда. Вот можно было ответить на звонок. Вроде бы тут. Да, тут. Давайте ответим на звонок. Потом просто не ответим, потом в другое место пойдем. Так. Вот дальше я не знаю, что будет. Мы где? Это кто? 420. Чуть-чуть. Он не может идти ходить, он стоит на месте. Стик не работает. Да, не думал, что он есть. Жена, любящая. Сюда? Блин. Вот это отоваривает. Так. О, господи. Играет с нами. Так. 4.25. Не работает. 4.26 тоже не работает. Значит, пойдем сюда. Вот сюда надо было. А что туда надо? О, манекен. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Ведь Y на устройстве, я не нажму Y на устройстве. Не нажму. Или обязательно надо нажать. Не хочу нажимать. Хочу посмотреть, что будет, если не нажать. Придется все-таки нажать, да? Ладно. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Жмите LT. LT. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. In his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful, and each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. LB? And so he began to fantasize about his own job.
first, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, of course, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. А у тебя нет сыновей. So he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Нажмите, пожалуйста, U, чтобы сказать совершенно, что вы ее любите. There is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here. Watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. There. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I... Нажал на кнопку и пошла загрузка. Так. Двадцать минут 12. Да, следующая концовка. Вот такая вот концовка была. Так, теперь хочу посмотреть, что было бы, если бы мы что-нибудь другое сделали. Что-нибудь другое сделали. Так. Попробуем чего сделать? Попробуем мы... Давайте вроде что мы справа все исследовали, да? А вот и интересно, я заходил в ту дверь слева или нет? Давайте попробуем. На улице все отоваривает. Так. Я буду. Там уже все исследовали, поэтому пойдем в первую дверь слева. Не помню, исследовали или нет. Есть выбор, если ехать на лифте или идти прямо. Мы сначала прямо пойдем, посмотрим, что у нас тут. Опа, лабиринт, в котором закрыта дверь. Офигенно. Так, ладно, тогда пойдем вот в эту сторону. Стэнли. Конфликт-зол. Ничего себе. Мы попали в конфликт-зол.
А вниз я спускался, давайте посмотрим, что у нас внизу. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Так, у нас ничего нету. But Stanley just couldn't do it. He Машина. considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my coworkers blinked mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float off the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical star field, and it too appeared. It was so much fun. Да, раскачанный граммон что-то. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice. Мне снится голос, который описывает меня, завершающий о том, как он описывает меня, что я думаю. О, Господи. And wondered if this voice spoke to all people in their dreams. The truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment and my wife and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Сколько он болтал, а может хорошо болтать. Я опять начну болтать. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. И тогда стало светло. Не темно. This is the story of a woman named Mariella. Hi, Mariella. Я Стэнли. Mariella woke up on a day like any other.
She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. Вот, But on вот this и мы. particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy, this much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. Рассказчик, ты наркоман. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day, the very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Сюда? Такая концовка. Угу. О, бумага. О, хрен. All of his co-workers were gone. What could it mean? Да, все-таки сейвы Stanley были. decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Давайте теперь попробуем пойти в тот лифт. Ну, в красную хреновину, так сказать. When Идем Stanley слева. came to a set of two open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was sublime. Рассказчик, такой рассказчик, а? Это вообще жизнь какая-то? Что происходит? Что за игра? Что я играю? О, господи. Вот сюда я хотел, в этот лифт. Нажимайся, господи. О! Да, куда я спускаюсь? Не в никуда. А, в загрузку я спускаюсь. Понятно. Хотя дождик кончился наконец-то. Так. Куда идти? Налево. Направо. Рассказчик, что ты такой тупой? Думал о том, что ты наркоман. Точнее, я думал о том, что ты наркоман, но ты не на всякую ересь. Ну туда. Хорошо, вроде пока туда. И куда дальше? А, вот сюда. Вот. Нет, не должен идти. Нет, 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 нет. Ты спойлерил, чувачок. Нет, 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 нет. Я не смотрю, я не вижу эти экраны. Нет, 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 это рано, это рано. Разбивать эту комнату нельзя. Ну, давай начнем сначала, ладно. Дальше чем матерись. Так, хорошо, перезагрузка. Так, все хорошо, бумаг нет. Как это случилось? Ладно. Так, ну что поняли, что нельзя дойти, теперь попробуем какое-нибудь другое место. Пойдите, наверное, налево, исследуем то, что слева находится. Давайте попробуем. Что-то не так. Что-то не то тут. Рассказчик? Ладно, понятно, это еще не конец. Это все еще та концовка идет. Понятно. Рассказчик. Давай перестраивай, как было. Возвращай тогда. Так, ладно, хочу пойти налево. Так, куда сейчас?
Вот. Что происходит? Что за лабиринт? Лабиринт какой-то. Что происходит? Лабиринт. Лабиринт лабиринтов. Что происходит? Я в лабиринте каком-то. Я возвращаюсь всегда к какому-то одному месту, походу, да? Ты тут был? Так, что-то кто-то. Давайте мои новости. Ты меня запутал. Я повернулся к дверям. Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Ладно, еще раз. Может, все исправится. Лабиринт какой-то не согнал. Как же это случилось? Надеюсь, все хорошо. Хотя что-то не все хорошо. Потому что рассказчик наркоман. Жочек тоже наркоман. Как кривой какой-то. Рассказчик! Это наркоманище. Ну, даже мы две двери. Левая, правая. О, Господи. Да не пробуйте, должны быть две двери. Я хотел бы сейчас направо, мало ходил на левую. Хочу налево пойти. Так, ну куда дальше-то? Назад, что ли? Назад пошли, назад тогда. Попробуем назад пойти. Это мой кабинет. Это же мой кабинет должен быть. Вот. Это же твой кабинет. Мой кабинет должен быть. Чувачок! Ты наркоман? Идем обратно, чувачок. Ну, разберись давай быстрее. О, господи. Уже какая-то подставка. О, еще тут недостроено явно. Это история. Да, написано, это какой-то недостроившийся барак. Так. Делаем так. Ювин, ты выиграл, поздравляю! Знаешь, что очень старался на этого. Стала молодчина, ура! Где-то непонятно где. Ну и что дальше? Понятно. Это все еще-то концовка. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay? I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. I have to. Перезапуск. Рестартинг, давай. Так, хорошо, хотя бы сейчас быстро грузится. Сначала вообще. Чего? Полоса приключений в Stanley Parable. Добро следовать за полосой. Вообще проще некуда. Ура! Полоса! Желтая полоса! Ура! Нам сюда, прямо. Ладно, следуем за полосой. Пока все хорошо. Блин, какой кривой стик. Кто не так ведет? Господи, рассказчик. Тоже видите, какая она кривая. Нифига себе. О, по стеночке. Кривая полоса. Переборщил. Рассказчик переборщил. Рассказчик, может быть, и прямо было, но вот так вот пойдем мы прям по полосе. По стенке, оу, сюда, оу, оу, полоса, оу, стик кривой, оу, я попал в дверь, оу, по потолку, рассказчик, ты наркоманище, наркоман, наркоманский, точнее, наркомания наркоманского наркомана, бредовый бреда. Возвращаемся. Звонок отвлек. Так, полоса. Под музыку.
Под веселую музычку по кривой полосочке мы идем со Стэнли быстренько и дойдем до выигрыша быстренько. Я запутался, куда идти дальше. Под веселый музончик игры Stanley Parable. Надеюсь, мы назад не вернемся. Потому что как точка... Кривая, кривень. Криволинейное движение. Папоротник. Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it carefully and remember it carefully. Раз. Нет, это будет долго. Так, он стоит в тумбе, в плошке. Прямоугольный. Площадь. Если вот, так сказать, вот эта хреновина, вот это 2, то это получается вот, понятно, то это получается 6. То площадь это 12, 6 надо 12. Все. Все понял. Площадь плошки папоротника 12. Все. Здесь этого хватит. Площадь папоротника, господи. Так. О, нет, под площадку было веселее. А? Вообще? Опять тот же? Да ладно. Это кривой, я заработаю. Спойлер. Спойлер, хотя... Даже какой номер? 427 вроде, да? 420... Блин, я не успел смотреть 427. Ладно, давайте еще раз по полосе пройдемся. Попробуем. Ай. Ладно, давай. Ну, попробуем еще раз. Ладно, все хорошо. Вон в ту. Понятно. Идем сюда. Раскачка наркоман. А папоротник? 12 площадь. 6 на 12. Площадь папоротника 12. Где 12? Где можно нажать 12? На компьютерах. Где 12? Где можно... О, 12. Площадь папоротника 12. 435 площадь папоротника 12. Сработало. Все хорошо. Нас спасло то, что мы запомнили, что площадь папоротника 12. Так. Хорошо. Точнее, площадь прямоугольной плошки папоротника 12. Так, ну что идти-то, а? О, геймпад спасает. Геймпад спасает, да, и станосит нас. Стэнли поворачивает. Ай, полоса. Оу, полоса-то какая кривучая. Я обращаю на нее внимание. Не получится по стеночке, по полосе. Может, наверх. Ладно, понятно, что наверх нельзя. Ладно. Надеюсь, сейчас мы опять встретим полосу. Я надеюсь, что я встречу ее. О. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere at the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the converted reverse door. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? Since the answer is yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. Понятно. Понятно. Oh, hold up, what's this? The confusion ending. Это что, это время этой концовки, что ли, да ладно?
Am I Or supposed to restart the game first eight restart, times? second restart. That's really how all this Нажимай goes? концовки, 6 сколько тут получается? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So now, Если according тогда to the 14, schedule, I 15, 16, restart 17, again. 18, 19, Then 20, what? 21, Am I just 22, supposed to 24 forget? концовки, да ладно. Well, what if I don't want to forget? О, My mind 24, goes 34, blank 44 simply концовки, because да I've ладно. written Если вот это все, this- если вот this весь этот блок thing, 10, то wall. 44 концовки, да ладно. Well, who 6, consulted 6. me? Да, Why don't 44 I get to концовки. decide? Why don't I Конечно, get это a не на say 7 in all of точно, но this? приближенно. Really? Потому что немного криво Can't be. тут. I don't want it Но to be. 44 I don't концовки want the game to приблизительно, keep это жесть. restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. Давай, рестартинг, рестартинг. Начать игру сначала. Нет, Won't не, do it. не начну. And the Oh. timer stopped? Does that mean did we do it? Did we break А the что за таймер? cycle? Думаю, это время концовки этой. Whatever it is that made Сколько this играю уже в cycle. эту концовку. How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? So, okay. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime... Если у тебя есть время, то перезапусти игру. Так, ну что ж, а на этом мы пока закончим серию. Всем пока, с вами Григорий. Это было еще несколько наркоманских концовок игры Stanley Parable. Подписывайтесь на канал, заходите. О, мышка. Хочу попробовать мышкой управлять. Как мне сейчас? Мышкой. С геймпада. А я, в принципе, нормально пока что, но немного медленное движение. Ну что ж, всем пока, с вами Григорий, это прохождение игры Stanley Parable. Подписывайтесь, подписывайтесь на игру, заходите в группу, короче, понятно, всем пока, с вами Григорий, и это прохождение игры Stanley Parable. Подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте, всем пока. Пока, я это сделал, я это сказал. Всем пока-пока.